2 августа 1985 года авиалайнер Lockheed L-1011 TriStar авиакомпании Delta Airlines совершал внутренний рейс 191 по маршруту Форт Лодердейл, Лос-Анджелес с промежуточной посадкой в Далласе. На борту лайнера находилось 152 пассажира и 11 членов экипажа. В 15 часов 10 минут самолет Lockheed L-1011 TriStar вылетел из Форт Лодердейла. Диспетчер аэропорта Далласа предупредил экипаж рейса 191 о надвигающемся грозовом фронте под Оклахомой и северо-восточным Техасом. Полет проходил нормально до прохождения Нового Орлеана. В районе побережья Мексиканского залива погода резко ухудшилась. В 17 часов 35 минут экипаж получил сообщение от системы АТИС о надвигающемся грозовом фронте. Диспетчер управления воздушным движением Форт Уэрта разрешил продолжать полет согласно маршруту и дал указание начать снижение до высоты 7600 метров. В 17 часов 43 минуты диспетчер Форт Уэрта дал указание занять высоту 3000 метров и предложил им лететь по курсу 250 градусов вдоль горного хребта Блю-Ридж. Но командир возразил, так как маршрут пройдет через грозовой фронт, заявив: «Я бы предпочел не проходить сквозь грозу, я лучше обойду ее». После короткого обмена сообщениями диспетчер передал экипажу новый курс. В 17 часов 46 минут диспетчер разрешил рейсу 191 облететь грозовой фронт через горный хребет Блю-Ридж и дал команду снизиться на высоту 2700 метров. Командир выразил облегчение, что диспетчер не отправил их по первоначальной траектории. В 17 часов 52 минуты диспетчер в Форт Уэрте передал полет в диспетчерскую службу захода на посадку аэропорта Даллас, которая разрешила полет и снижение на высоту 2100 метров. Через 2 минуты диспетчер попросил рейс 191 отклониться на 10 градусов и снизить скорость до 330 км в час. Рейс подтвердил запрос и начал предпосадочную подготовку. В 17 часов 56 минут диспетчер подхода разрешил снижение на высоту 1500 метров. Через 9 секунд диспетчер объявил, что к северу от аэропорта идет дождь и что аэропорт будет использовать заходы на посадку по системе ИЛС. В 17 часов 59 минут второй пилот доложил о принятии информации. Примерно в то же время командир сообщил диспетчеру подхода, что они заняли высоту 1500 метров. Диспетчер подхода дал указание рейсу 191 уменьшить скорость полета до 314 км в час и повернуть на курс 180 градусов. И доложил, что взлетно-посадочная полоса 17-я левая свободна. В 18 часов 4 минуты экипаж выпустил шасси и закрылки. В ту же минуту авиалайнер влетел в кучево-дождевые облака. В 18 часов 5 минут из-за сильного порыва ветра самолет начал уменьшать высоту и начал опускаться ниже глиссады. Через 15 секунд сработала система предупреждения о приближении к земле. Командир включил режим тога и потянул штурвал на себя, подняв нос самолета, что замедлило, но не остановило снижение самолета. В 18 часов 5 минут авиалайнер приземлился в 1900 метров к северу от взлетно-посадочной полосы и в 110 метрах к востоку от осевой линии взлетно-посадочной полосы. Самолет на высокой скорости пронесся по полю, выскочил на шоссе, снес автомобиль и продолжил движение, попутно снося столбы линий электропередач и разваливаясь на части. Проехав еще 520 метров к югу от шоссе, самолет задел один резервуар с водой, а затем врезался во второй и взорвался. В результате катастрофы погибли 137 человек, 128 пассажиров, 8 членов экипажа, включая всех 3 членов летного экипажа, а также водитель автомобиля. Расследованием причин катастрофы рейса 191 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте. Окончательный отчет расследования был опубликован 15 августа 1986 года. Согласно отчету, вероятными причинами аварии было решение летного экипажа начать и продолжить заход на посадку сквозь кучево-дождевые облака, отсутствие конкретных руководств, процедур и подготовки по избежанию сдвига ветра на малых высотах
и отсутствие точной информации об опасности сдвига ветра в режиме реального времени, что привело к столкновению самолета на малой высоте с сильным сдвигом ветра, вызванным порывом ветра от быстро надвигающейся грозы, расположенной на последнем этапе захода на посадку. Сопутствующим фактором стало то, что экипаж рейса 191 не был проинформирован авиадиспетчером о сильном сдвиге ветра. Смотрите также. 24 июня 1975 года авиалайнер Boeing 727-200 авиакомпании Eastern Airlines выполнял внутренний рейс 66 по маршруту Новый Орлеан, Нью-Йорк и заходил на посадку в Нью-Йорке в условиях сильной грозы, когда на подходе к аэропорту врезался в огни приближения и полностью разрушился. Друзья, на нашем втором канале «Планета катастроф» регулярно выходят интересные видео про техногенные, экологические, а также катастрофы по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.